Кем были казаки и почему их история важна? В этом видео мы разберем, как зародилось казачество, чем отличались их ватаги, какую роль они играли в защите православия и христианства, как осваивали Великую Степь и Сибирь. Мы также посмотрим на их бунты против власти, превращение в жандармов и трагическую участь в гражданской войне. Великая Степь 15 века – бескрайние просторы, где после распада Золотой Орды кочевали многочисленные татарские орды. В условиях нестабильной власти здесь возникали вольные общины воинов и скитальцев, будущих казаков. Само слово «казак» произошло из тюркского языка и означало «свободный воин». От него также произошло название казахского ханства. Изначально казаками были в основном тюркские группы, но их традиции быстро переняли и славянские переселенцы. Первые казацкие группы появились на юге от Рязанского княжества и в районе украинских городов Черкасы и Канев. В основе казачества стояли свободные земледельцы, воины и жители приграничных степей. Крепостное право только начинало складываться, и беглые крестьяне присоединились позднее. Славянские казаки, как и тюркские, были свободными людьми, но в отличие от них не вели кочевое скотоводческое хозяйство. Они селились вдоль рек, которых степные жители обычно избегали. Например, монголам было запрещено купаться в открытых водоемах. По верованиям шаманов, нагого, вошедшего в воду, боги могли поразить молнией. Русские казаки были знакомы с мореплаванием варягов. В конфликтах с кочевниками они препятствовали их переправам через реки, разрезая таким образом степь и обеспечивая себе свободу передвижения по водным путям. Поэтому казацкие войска получили названия по рекам, на которых селились – донские, днепровские, кубанские, волжские. Вскоре они вышли и в море, разоряя турецкие прибрежные земли. Османские султаны постоянно жаловались московским князьям, требуя усмирить казаков, но в Москве отвечали – это вольные люди, которых никто не контролирует. Так в 1539 году Василий III писал: «Казаки мне не присягают и живут, как им вздумается». В 1555 году в Великом княжестве Литовском на Днепровском острове Хортица князь Дмитрий Вишневецкий основал Запорожскую сечь. Ее укрепления использовали пороги как естественную защиту. Казацкие поселения лишь формально признавали власть государств, которым формально принадлежали, свободно переселяясь с места на место. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. В середине XVI века Речь Посполитая и Московское государство начали признавать казаков. При Иване Грозном с ними заключали союзы. Казаки участвовали в походах на Казань и Астрахань, получая взамен частичную автономию и жалование. В те же годы на Балканах возникали похожие отряды – венгерские гайдуки и сербские граничары. Они воевали против Османской империи, действовали партизанскими методами и напоминали казацкие станицы. В смутное время казаки активно вмешивались в события, поддерживали самозванцев, участвовали в походе Петра Сагайдачного, но многие сражались и в ополчении Дмитрия Пожарского. Несмотря на запреты польской власти, казацкие походы против турок и крымцев привели к Хатинской войне 1621 года. Благодаря действиям Сагайдачного Речь Посполитая избежала поражения. Поэтому, когда турки жаловались московскому царю на казаков, в ответ снова звучало: «Они вольные люди, никому не подчиняются». Донские казаки формально находились под посольским приказом. В 1630 году царь Михаил Федорович под давлением гроз Турции отправил на Дон грамоту патриарха, отлучавшую все войско Донской от церкви. Казаки восприняли это как оскорбление, публично разорвали грамоту и убили посла. Этот эпизод ясно показывает самостоятельность донских казаков. Управлялись казаки собранием, выбирали атаманов и гетманов. Важную роль играла старшина, стремившаяся закрепить свои привилегии, добиваясь прав шляхты или дворянства, но им противостояла бедная часть – голота, жаждавшая военных походов. Помимо военных грабежей, казаки промышляли охотой и рыболовством. Земледелие долгое время считалось нежелательным и даже запрещалось. Категория казаков, которые жили вне сечи и имели оседлое хозяйство на хуторе, назывались домовитыми. У украинских казаков появилась характерная прическа чуб, заимствованный у тюрков, хотя в христианстве ее считали нежелательной. От степняков они переняли и одежду, широкие шаровары, а также барабаны для сигналов и строевой команды. Постоянные походы сделали религиозную жизнь казаков упрощенной и воинской. Вначале у казаков не было постоянных храмов, они почитали людей, читающих священное писание, но в целом их вера выражалась во внешних обрядах и иконах, а не в глубоком изучении сути религии. Донские казаки вновь объединились с Москвой и сыграли важную роль в освоении Сибири, двигаясь по рекам до самого Тихого океана. Начало положил Ермак в 1581 году. Казаки открыли крупнейшие реки – Лену, Енисей, Ангару, Амур, а также основали города – Тобольск, Томск, Красноярск. Ерофей Хабаров в 1649 году начал исследовать Амур и определил границу с Китаем, а Семен Дежнев первым прошел через пролив между Азией и Америкой.
При освоении Сибири и далее казаки не стремились христианизировать местные народы, которые оставались язычниками. Главной целью был сбор ясака, они действовали как колонизаторы. Были созданы новые казацкие автономии – Сибирское казачье войско, Иркутские, Уссурийские, Яицкие и другие. В Украине казаки стали защитниками православия против католичества и Брестской унии. Первые восстания возглавили Криштоф-Косинский и Северин Наливайко. Катастрофическим для Речи Посполитой стало восстание Богдана Хмельницкого 1648 года при поддержке Крымского ханства, сопровождавшееся массовыми еврейскими погромами. В войну вмешались Москва, Швеция и Трансильвания, а Пруссия воспользовалась ослаблением Речи Посполитой и провозгласила независимость. Украинская гетманщина не смогла добиться полной независимости и заключила договор с Москвой. Царь предоставил казацкой старшине права, близкие к дворянству, и сохранил их самоуправление, как и в других автономиях. Вхождение новых земель способствовало старообрядческому расколу. Казацкие автономии в целом не сопротивлялись замене духовенства и внедрению новых книг с исправленными обрядами, но большинство казаков Дона и Кубани оставались старообрядцами. В России формировалась регулярная армия, и казацкие войска постепенно теряли значение. Угроза с юга уменьшилась, появились линии укреплений, усилилось крепостное право, что вызвало восстание на Дону под предводительством Степана Разина, к которому присоединились старообрядцы. Восстание подавили, но недовольство казаков повторилось при Петре I, когда царь требовал выдачи бежавших крепостных и заставлял носить западную одежду. Восстание возглавил Кондратий Булавин, а его поражение положило конец вольному выбору атаманов. В это время шла Северная война со шведами, на сторону которых перешел гетман Иван Мазепа. Его выступления подавили, временно ограничив автономию гетманщины, ликвидировав Запорожскую сечь. Самым масштабным стало восстание Пугачева. Казаки не хотели терять автономию и превращаться в солдаты регулярной армии. Пугачев объявил себя выжившим императором Петром III, по примеру самозванцев смутного времени, и поддержал старообрядцев. Восстание охватило яицкое казачество, и после его подавления автономия казаков была полностью уничтожена и переименована в Уральское казачество. Российская империя также поддерживала казацкие восстания в Речи Посполитой. При ее участии произошла Уманская резня, где погибло около 20 тысяч человек, один из крупнейших еврейских погромов. Окончательная ликвидация казацких автономий пришлась на Екатерину II. В 1775 году была уничтожена Запорожская сечь, часть казаков ушла в Турцию и создала Дунайскую сечь, другие стали основой кубанских войск. Запорожская сечь, в отличие от других, больше никогда не возрождалась. В Украине казаки стали символом народа, так как их автономии ликвидировали раньше, и они не успели полностью подчиниться государству. При Екатерине II казакам запретили выбирать священников. Через государственные школы детей воспитывали в духе патриотизма. Старшина при этом сохранила свои привилегии и официально получила дворянство. В 19-м начале 20 века царский режим руками казаков подавлял революции, выполняя полицейские функции. Нагайка стала символом реакционной власти. За это казаки признаны потомственным военным сословием. Некоторые участвовали в еврейских погромах. Забайкальские – подавление восстания боксеров в Китае. Традиционный образ жизни казаков формировал культуру самоуправства и пренебрежения законами. Поэтому Дон и Кубань имели репутацию центров преступности. Во время гражданской войны большинство казаков поддержало белое движение. На юге они составили ядро их армии. Среди кубанских казаков часть была лояльна Украинской Народной Республике. В Новочеркасске, столице Донского казачества, были созданы две армии – добровольческая Корнилова и казачья атамана Краснова. В 1919 году по соглашению с атаманами Донского и Кубанского войск главнокомандующим вооруженными силами Юга России стал генерал Деникин. Во время немецкой оккупации Украины в 1918 году был восстановлен гетман Скоропадский. Многие российские казачьи отряды, особенно донские и кубанские, участвовали в погромах еврейских общин, оправдывая это борьбой с большевиками, которых ассоциировали с евреями. Красные казаки приняли атеистическую политику большевиков, отойдя от православия. После поражения белого движения значительная часть белых казаков покинула Россию. Оставшиеся подвергались террору и истреблению со стороны советской власти, особенно верхушка. Их депортировали, а территории на Кубани, Поволжье, Дону, Украине и Северном Кавказе страдали от искусственного голода. Борьба с казачеством часто прикрывалась борьбой с кулачеством. Новый центр Дона, Ростов-на-Дону, сохранял антисоветские настроения и традиции вольности, постепенно приобретя репутацию криминальной столицы. Во Второй мировой войне часть казаков перешла на сторону Германии. Нацистская пропаганда называла их потомками остготов. Другие казаки воевали на стороне Советского Союза. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.